Большинство конфликтов в отношениях возникают не потому, что люди принципиально как-то разные, а потому что они не дали себе время обсудить какие-то вот свои взгляды на жизнь и как-то их согласовать. Часто бывает так, что вот люди заходят в отношения, и у каждого есть свое какое-то представление об этих отношениях, но оно не соответствует с представлениями другого человека. Предположим, женщина считает, что мужчина будет ее содержать, когда они будут в отношениях, а мужчина считает, что в дальнейших отношениях, после этого конфетно-букетного периода, они будут жить 50 на 50. Или, предположим, мужчина считает, что женщина будет постоянно находиться рядом с ним в отношениях, а женщина считает, что у нее будет достаточное количество свободного времени, достаточное для нее. И опять же, вот эти вот какие-то взгляды могут быть не согласованными. Из-за того, что в самом начале отношений люди не проговаривают эти такие простые ожидаемые вот моменты, потом в моменте, когда у людей уже как-то все закрутилось, они находятся в отношениях, они сталкиваются с этими вот разными взглядами на совместное проживание, и это может выливаться в какие-то острые такие ссоры, может быть, даже люди могут из этого расставаться. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 5 важных вещах, которые женщине стоило бы прояснить в самом начале отношений, чтобы разрешить возможные конфликтные такие вот напряжения в самом начале отношений и в дальнейшем идти уже в эти отношения для того, чтобы получать там удовольствие. Самое основное, для чего вообще нужны отношения. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. И мы с вами начинаем. Первая вещь, которую стоит согласовать обязательно, это приоритеты и ценности. Тут надо вот сказать, что слово ценности сейчас я слышу очень от разных людей в очень каком-то разном значении. Поэтому нужно как-то конкретизировать. Потому что, например, если говорить даже о семейных ценностях, то они могут быть семейные ценности какой культуры, какого времени, какого даже, не знаю, там, социального слоя. Потому что, скажем, у айтишника, у, не знаю, там, какого-нибудь коммерсанта и у интеллигентного какого-то богемного такого вот представителя культуры могут быть разные семейные эти вот ценности. Поэтому вам нужно конкретизировать и не обобщать там вот какие-то ценности, а говорить о себе и спрашивать у партнера о том, что ему нужно. Может быть так, что, например, женщина говорит, что она хочет семью и ребенка, и мужчина говорит тоже, что он хочет семью и ребенка. Но женщина видит это так, что вот мы прямо сейчас начинаем с тобой как-то вот работать над отношениями, сближаться. У нас в ближайшее время, не знаю, там женимся, потом ребенок, вот мы где-то дом здесь, не знаю, какой-то себе заводим. А у мужчины такая идея, что он сейчас работает здесь, потом он может поработать где-нибудь в другом месте. Ему важно вот иметь вот это ощущение свободы, ощущение посмотреть, где он может реализоваться. И как бы вот эта вот семья и ребенок, он их видит в такой долгосрочной перспективе. Если вы эти вещи сразу не согласуете, если это не прояснится, эта разность ваших каких-то интересов, вы не сможете ее согласовывать, не сможете договариваться где-то посередине, грубо говоря, у вас не сможет выработаться общей концепции совместного будущего, и тогда вы будете жить себе каждый в своей картине, которые не совпадают, и в определенный момент вы обречены очень сильно разочароваться. Вторую вещь, которую важно согласовать в самом начале, как можно раньше, это тема денег. Вообще, тема денег, она в нашей культуре, она как-то так связана со стыдом, и в принципе об этом говорить неудобно. И, опять же, то видение, как ты хочешь, чтобы с деньгами все обстояло в отношениях, тоже может быть часто связано со стыдом. Предположим, женщина хочет, чтобы мужчина ее содержал, но при этом у нее есть какое-то ощущение, что, не знаю, как-то это вот может постыдно, что я вроде как продаюсь, но она этого искренне хочет. Она хочет, и она согласна давать что-нибудь в обмен на это, не знаю. Она хотела бы обеспечивать уют, не знаю, заботиться о мужчине, вот это ее желание. И она хотела бы, чтобы он при этом просто работал, чтобы она была освобождена от работы. Такое ее общее видение. А у мужчины, скажем, какое-то видение такое, что он хочет, чтобы они пополам жили. И тоже ему кажется, что может быть это немножко постыдно, потому что он знает, что традиционно мужчина больше зарабатывал раньше всегда, то есть он больше вкладывался в семью, и вот ему сложно об этом говорить. Вам стоит на эту тему начать разговаривать, преодолевая вот это внутреннее смущение, сопротивление, какой-то стыд, и с каждым следующим разговором вам будет разговаривать на эту тему все легче и легче. Если вы будете конструктивно обсуждать то, как вы видите ваш семейный бюджет, дальнейшее вообще взаимоотношения с деньгами, чем дальше вы будете об этом говорить, тем больше вы сможете эту тему как-то накрутить с разных сторон, настраивать, и в конце концов можете найти какую-то точку соприкосновения. Часто бывают конфликты, связанные с тем, что женщина стоит на своей какой-то идее, что мужчина должен содержать. Вот она почему-то считает, что должен. И вот просто это как будто такая аксиома. А у мужчины есть какая-нибудь тоже там, не знаю, такая контраксиома, что я никому ничего не должен. Если они каждый находится в такой непримиримой жесткой позиции, то естественно, что они договориться не смогут. Если вы в самом начале отношений понимаете, что с вашим партнером договориться на эту тему не получается, скорее всего, и дальше не получится. Поэтому чем раньше вы эту тему вскроете, тем меньше будет потом разочарований. Третья вещь, которую стоит обсудить в начале отношений, касается границ личного пространства. Потому что, как правило, когда мы входим в отношения, мы сближаемся с другим человеком, мы
как бы жертвуем немножко личной свободы, немножко отказываемся от своего я ради вот этого вот нового мы. Ну, как правило, считается, что это наш осознанный выбор, мы понимаем, за что мы платим эту цену, что мы получаем за это. Но при этом все равно у разных людей бывают разные ожидания от вот этих отношений. Предположим, скажем, женщине важно, чтобы она со своим мужчиной каждые выходные, как это было и до начала этих отношений, проводила, не знаю, там на дачу у родителей или там ходила к родителям на ужин. А мужчина, например, который со своими родителями там встречается, там, не знаю, пускай раз в месяц, для него это слишком часто, тем более, что для него это чужие люди. То же самое может касаться друзей мужчины, что вот мужчине важно со своими друзьями каждую пятницу проводить время, а женщина каждую пятницу хотела бы проводить с ним. Ну или, например, она не хочет с друзьями. Короче, все эти вопросы важно обсуждать, и вам вот, когда вы находитесь в этом конфетно-букетном периоде, было бы неплохо изучить вот эту рутину, которая была до отношений вашего партнера, и рассказать о своей рутине. Потому что, понимаете, когда вот мы встречаемся, оно все такое, какое-то вот, ну такое особенно торжественное, особенно яркое. Но это, ну, так не будет всегда. Когда вы немножко так вот, так сказать, успокоитесь, вы начнете входить в какой-то такой свой обычный ритм, и чтобы не получилось так, что эти ваши ритмы не совпадают. Скажем, женщина каждые выходные со своими родителями, и мужчине это не нравится, или мужчина там, не знаю, каждую пятницу со своими друзьями, и женщине это не нравится. То есть эти вещи важно обсудить, чтобы они, по крайней мере, были, ну, как-то вот, ну, осознанны. Четвертая тема, которую важно обсудить вначале, это, собственно, тема сексуальности, предпочтения, ожидания, совместимость в сексе. Вообще было бы неплохо, чтобы вы о сексе говорили, ну, и вне секса, то есть не только перед половым актом или после полового акта, а когда вы, в принципе, не знаю, как-то вот проводите время вместе, чтобы эта тема, она не была табуирована, там, какой-то застыженной. Потом надо понимать, что часто секс является способом какой-то такой разрядки эмоциональной, способом примирения конфликтов. И вот здесь тоже важно эти вещи обсуждать, потому что есть люди, для которых, ну, нормально, скажем, после ссоры заняться сексом для того, чтобы как-то примириться таким образом, как-то снять напряжение. А есть люди, для которых наоборот, занятие сексом после ссоры, особенно если там не все было проговорено и как-то вот, ну, до конца не помирились, оно увеличивает количество стыда и какого-то напряжения, что вот вроде как мы поссорились, а потом какой-то вот секс был, и вообще-то как-то все вроде как неправильно. Поэтому эти темы очень важно обсуждать. Вообще, чем больше вы говорите о сексе друг с другом, тем больше у вас снижается уровень вот этого стыда, и это вообще-то на самом деле тоже вас сближает. Мне нравится такая аналогия, что мы в отношениях, так же как и в сексе, являемся голыми. Только в сексе мы голые физически, а в отношениях мы, ну, максимально близки друг к другу психологически. Мы как будто снимаем с себя все социальные одежды, социальные маски и соприкасаемся друг с другом живым. То есть соприкасаемся без каких-то посредников, без чего-либо, чтобы нас разделяло. Пятая важная вещь, которую стоит обсудить, это модель партнерских отношений. Это такой тонкий момент. Ну вот сейчас, например, очень много говорят о равноправии, такая вот общая тема, что женщины равны мужчинам. И, предположим, мужчина и женщина, вот они встречаются, у них много, вот, не знаю, любви, страсти, и вот они говорят о том, что, ну, мы два человека, каждый работает, взрослые люди, мы сможем жить, ну, в каких-то паритетных таких равноправных отношениях. Вот. Но они живут не рядом, они живут в разных городах или, может быть, даже в разных странах, и женщина принимает решение, что она, значит, переезжает к мужчине, ей нужно уволиться с работы, переехать, найти там себе жилье, потом устроиться на новую работу. Ну и она ожидает, что поскольку она же едет к своему мужчине, то мужчина будет ее как-то финансово поддерживать в этот момент, потому что, ну, это серьезные все-таки моменты с этим переездом. А мужчина видит эту ситуацию так. Мы два взрослых равноправных человека, я вот живу у себя и занимаюсь своей работой, а ты переезжаешь жить не ко мне домой, ты приезжаешь просто, ну, в мою страну или в мой город, ну, просто чтобы жить рядом со мной, чтобы мы дальше строили отношения, в свое какое-то жилье и находишь свою какую-то работу. То есть, по сути, это все твои вопросы. Поэтому, как бы, непонятно, с чего бы я стал бы тебе как-то финансово помогать. Понимаете? То есть, здесь вроде бы как формально каждый из них прав, и мы говорим о каком-то формальном равноправии, но по факту это ситуация, когда люди не договорились явно, и тут прям конфликт налицо. Поэтому очень важно в самом начале договариваться, каким образом вы собираетесь выстраивать дальнейшие отношения. В ходе обсуждений, где вы будете определяться с вот моделью отношений, очень важно уделить внимание, знаете, вот этой вот базовой такой ценности отношений, чтобы вы понимали, что эти отношения важны для каждого из вас, и вы должны делать не каждый по 50%, а каждый по 100% того, что он может сделать, для того, чтобы эти отношения как бы смогли существовать. Если вы сможете вот так к этому относиться, а не так, что вот я вот там, не знаю, сделал 5 шагов, ты делаешь со своей стороны 5 шагов, то тогда вам гораздо легче будет и в этих отношениях развиваться. Важно понимать, что в любых отношениях не только должны случаться конфликты, вообще в любых нормальных отношениях есть конфликтный фон.
Мы когда сближаемся с другим человеком достаточно близко, у нас возникает такое большое количество точек соприкосновения, где нам нужно как-то согласовать наши интересы, где нам нужно договориться, где мы по-разному относимся к чему-то и нужно договариваться, что невозможно, чтобы конфликтов не было. Конфликты важно заметить, важно научиться их как-то согласовывать. Это и есть вообще искусство выстраивания отношений. Знаете, есть люди с таким идеалистическим ожиданием, что где-то есть мой человек, моя половинка, и мы будем как паздики, так сказать. Я его встречу, и прямо мы уже сразу полностью друг к другу подходим. Конечно, это такое детское, инфантильное какое-то представление о том, что где-то есть человек, мой суженый, ряженый, который просто судьбой мне приготовлен. Мне ничего не надо делать, а просто он есть идеально подходящий. Если вы как-то замечаете, что вы находитесь в этой стадии выстраивания отношений, есть какие-то конфликты, но вам сложно их как-то разрешить, или вы понимаете, что что-то между вами такое есть напряжение, но вам даже сложно понять, что это за конфликт, и вы хотите с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите там личное сообщение, и мы с вами договариваемся и работаем. Помните, пожалуйста, еще такую важную вещь по поводу отношений, что отношения нужны ради того, чтобы получать в них счастье, потому что несчастным можно быть и без отношений. Если ты находишься в отношениях, там у тебя какие-то страдания, терзания и так далее, если это не твой выбор, если ты не ищешь в жизни страданий, то тогда, собственно, зачем такие отношения нужны? Отношения нужны, чтобы в них быть счастливым. Если ты понимаешь, что ты находишься в отношениях, но там счастья недостаточно, то, возможно, нужно с этим поработать, просто понять, в чем проблема, чтобы эту проблему можно было решить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, о чем важно поговорить с партнером в самом начале отношений, что женщине важно прояснить, так сказать, на берегу с мужчиной. Если эта тема вам кажется важной, видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.